Привіт, мене звати Антон, я з міста Сарни, в Рівненській області. На проект приїхав з тою ціллю, щоб забрати пояс чемпіона і Toyota Camry. На рахунок своєї переваги нічого не скажу, тому що не знаю свого суперника взагалі. Моя підготовка не змінилась, я викладаюсь до кожного бою на максимум, так що я готовий. Мій настрій на бій – вбий або будь убитим. Всім дякую. Здравствуйте, меня зовут Булгаков Дмитрий, я приехал из города Харькова. Я приехал подраться, посоревноваться, испытать себя. Преимущество в бою, скорее всего, это опыт. К бою я особо не готовился, слишком мало было времени, и в подготовке ничего не менял. Несколько раз постоял в парах, думаю, этого будет достаточно. Настрой на бой положительный. Желаю всем зрителям приятного просмотра и ярких впечатлений. Итак, наш бой вечера. Встречаем Булгаков Дмитрий Алексеевич. Дмитрий приехал к нам из города Харьков. Его рост 189, вес 84, и ему 34 года. Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, МСМК по боксу, мастер спорта по контактному карате, чемпион Украины по кикбоксингу и карате. Это еще не все достижения данного бойца. Также Дима работает персональным тренером. Сегодня он дебютант нашей организации, и также он является одним из самых титулованных бойцов. Давайте его поддержим. И встречайте его оппонента, Радько Антон, он же Берсерк. Он приехал из города Ровно. Его рост 180, вес 84, и ему 30 лет. Является бойцом команды Project Team. Мастер спорта по ММА. Имеет 2 чемпионских пояса по ММА. В первом турнире одержал победу над Козловским Данилой по прозвищу Чава, который является двукратным чемпионом мира по панкратиону. Надеемся, сегодня покажет Тоха очень крутой, яркий бой. Давайте его поддержим. Бойцы, центр. Напоминаю правила. Височный, затылочный, позвоночный отдел мы не бьем. Никаких ног, учитываем, что мы все, да, умеем бить ногами, мы никаких ног. Предыдущие, Леша сказал, да, как было, защита коленями. Пожалуйста, соблюдай правила. Слушаем мои команды. После команды стоп не работает. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, самый титулованный спортсмен Булгаков Дмитрий, дебютант сегодняшнего вечера, против не менее именитого Антона Радько. Ну что ж, посмотрим, какое будет противостояние, но по бумаге, то, что мы видели, Артем, преимущество. Да, да, есть, конечно. И видим,
что сам понимает Антон, что соперник у него очень серьезный, не летит вперед, как в прошлый раз. Да, здесь, конечно, нужно Опасается аккуратней. его. Интересный удар такой прям. Наткнулся Антон сейчас на хороший удар, прочувствовал. И по корпусу хорошо отработал Дмитрий. Широкая стойка, длинные руки. Да, видно, конечно, опыт. Работает спокойно, хорошо сработал в корпус. Давайте поддержим бойцов, ребята. Активнее, пожалуйста. Там, конечно, удар. Мне кажется, каждый удар даже по корпусу Антон На самом всё деле чувствует. была тишина, но тишина, потому что все реально насторожены и просто ждут, понимают, что в каждый момент может произойти какой-то взрыв. Взрыв, либо нокаут. Вы просто не представляете, насколько титулованные оба спортсмена. Это главный бой вечера. Думаю, отличное попадание от Антона. И хорошо опять в корпус проводит Дима. Да, он правильно начинает атаки с правой руки. Пока пристреливается по нему Дмитрий. Хорошо по корпусу работает. Отлично работает по корпусу, но Антону нужно заходить за переднюю ногу постоянно. Не давать вообще по себе работать сильнейшей рукой. Дмитрий. Хорошо опять джабом в корпус и отошел. Длинные руки. Расстреливает просто. Посмотрим, как не было еще момента на сближение, ближняя дистанция, но посмотрим, как себя покажет в ближней дистанции Дмитрий и Антон. В последние 10 секунд первого раунда напряженный поединок. И попадает Антон, но и сам пропускает. Вот это берсерк. Сигнализирует то, что по затылку попал Антон. В конце раунда выбросил коронный бэкфист Антон. Слушай, Да, такое напряжение, просто вот так вот что-то вешает. Согласен, да, конечно, он показал, что не надо бить по затылку, но с этой стороны здесь ничего незаконного не сделал Антон, потому что они стоят лицом к лицу, он просто выбросил удар, и, видимо, Дмитрий немного наклонил голову, и поэтому залетело в затылок. Но здесь претензий не должно быть. Удары такие были более дикие, знаешь, при наступлении Дмитрия Антон просто выкидывал что-то, и там что-то попадало. Да. Судьи готовы? Дмитрий же работал именно Второй прицельно. раунд, время, бой! Слушай, опыт Дмитрия, я думаю, сейчас будет больше, знаешь, там набирать второй, третий раунд. Думаю, специально не форсировал первый раунд, но посмотрим. Да, правильно говорит секундант, тренер Антона, постоянно нужно смещаться. Я бы постоянно сейчас работал по часовой стрелке. Здесь хороший был момент, но не воспользовался им даже и Дмитрий. Не успел среагировать, чтобы забрать этот эпизод. И такой... О, какая хорошая скорость. Красивый был уклон, Дмитрия. и потом взрыв. Ну, где правый? Зачем нахуй левый? Даже немного открытой ладонью бьет сейчас. Дмитрий. Да, Антону. Ух, как было хорошо. это было. Такой апперкот. Вот это было красиво. Это было красиво. Это даже и по-боксерски. точно. Ушел. и Просто апперкот. нереально. Просто нереально. Очень тяжелое попадание в исполнении Дмитрия 6, Булгакова. 7, Опыт просто нереальный. 8, Это было 9, солнечное сплетение, да, если не ошибаюсь? 10. Было очень красиво.
В данном поединке нокаутом во втором раунде, Тоха, продержись, пожалуйста, с нами, победу одержал Булгаков Дмитрий. Очень крутой поединок. Ребята показали сумасшедший темп, отличную технику, чувство дистанции. Для Антона, я думаю, это хороший опыт. Он показал себя как отличный боец. У него большое будущее. И я думаю, этот поединок много даст ему в дальнейшем. Скажи, пожалуйста, Тоха, несколько слов. Всім дякую за підтримку. Суперник, ну, типа топовий ще. Красавчик. Ну, там він з самого початку, типа, пробив печень. Я просто, да, я сів, типа, блядь, і він ще, ну, насипав. Ну, дуже круто, звісно. Ну, як мінімум, я так думаю, що з моєї вагової 81, блядь, бутерброд і в штанах, блядь, чіткі телефони, 85, щось, ну, трохи, ну, типа, буде важко. Та я просив би вас, ну, перевести мене 80. Да. Але суперник дуже крутий, ну, похлопали суперник. Шкода, дійсно, що не вийшло показати крутий бій, типу, ну, блядь. Ну, це спорт, всім дякую. Дякую за підтримку. І вам дякую. Дима, самая, наверное, крутая техника у нас сегодня. Ты такой, как мы стояли там с ребятами, говорили, мастер Йода дерется. Дистанция, удары такие точные, скорость. Просто молодец. Спасибо тебе большое, что ты с нами. Надеемся, мы тебя увидим еще. Да. Спасибо, ну, сопернику. Видно было, что он, наверное, чуть легче. Что я могу сказать? Мне очень понравилось. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Собственно говоря, в следующий раз я только не успел хорошо подготовиться. Вы мне сказали буквально там за 10 дней. Я в парах всего несколько раз постоял. До этого я месяца 2 вообще не работал. Ну, очень приятно. Мне понравилось, только очень поздно. Спасибо. В следующий раз исправимся. Спасибо тебе большое. На самом деле удивительный вечер и удивительный бой вечера, который мы так долго ждали. Хотел бы сказать Антону, что, Антон, ты молодец, действительно крепкий парень. Немножечко не хватило, потому что соперник все-таки был явно немного поопытнее. И хотелось бы поздравить Дмитрия с победой. У вас очень крутая техника. Вы такой очень деловой мужчина, вы осаночку держите на опыте. Не знаю, вы очень такой харизматичный мужчина. Спасибо вам большое. На опыте, на опыте. Спасибо вам большое, ребят, за бой. Еще увидимся. Димон красавчик, с победой. Реально чувствовалось, что 2 бойца титулованных, и чувствовалось напряжение даже вот здесь. Мы сидим за мешкогоном, как говорили. Здесь, ну, вот реально чувствовалась классная техника, чувство боя, чувство дистанции. Антон, у тебя еще все впереди, реально соперник у тебя титулованный, ты показал достойный бой. Я видел это с самого начала, что он тебе печень попал. И ты все равно дальше держался, ты виду не показал, но я уверен, что сделаешь выводы, вернешься еще сильнее. Красавчик. Дима, поздравляю с победой. Очень интересно, да, уникально. То есть ранее такого не видел, то есть круто. Тоха, не расстраивайся, у тебя все впереди, ты красавчик, ты себя уже показал, ты еще покажешь, и у тебя просто будет бомба, вышка. Дима спрашивал за бонусы. Конечно, заслуживает этот поединок бонусов. Спасибо вам, ребят, еще раз. Всем привет! Меня зовут Алексей Широков. Родом я из города Ровенки, Луганская область. Сейчас живу в Ирпене под Киевом. В этот промоушен пришел показать себя, проверить себя, поэтому посмотрим, бой покажет. Своим преимуществом в бою считаю техническое оснащение. Настроен на бой боевой, кому-нибудь дать по лицу 2 раза, можно побольше. Поэтому на победу настрой. Подготовка к бою прошла в целом нормально, хорошо, но карантин внес свои поправки. Было найти трудно зал,
Для поединка пришлось согнать вес, но все в порядке. Красивого боя. Здравствуйте, меня зовут Валентин. Я приехал из города Полтава. Приехал проверить свои силы. Мое преимущество в бою – боксерский IQ, высокий очень. Подготовка прошла хорошо. Мой настрой боевой. Спасибо. Давайте поприветствуем следующих бойцов. Широков Алексей. Его рост 178, вес 75, и ему 24 года. КМС по боксу, призер международного турнира. Профессионально спортом начал заниматься 11 лет назад. Работает Леха в группе быстрого реагирования. Сегодняшний дебютант в наших кулачных боях и близкий друг Филиппа Марвина. И его оппонент Моложон Валентин по прозвищу Десант. Десант приехал из города Полтава. Его рост 178, вес 75, и ему 25 лет. КМС по боксу, чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою. Пришел с желанием одержать победу и посоревноваться на новом уровне. Давайте поддержим бойца. Напоминаю, затылочная, височная, позвоночная часть не бьем. Никакой другой техники, кроме кулачного боя. Никаких борцовских клинчей, захватов и сбрасываний. Вы, наверное, наблюдали за боями, знаете все ошибки. Внимательно слушаем мои команды и, главное, выполняем их. После команды «Стоп» не работаем. Если человек начинает опускаться, сидячего мы не добиваем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Дорогие друзья, Широков Алексей в желтых тейпах и в черных тейпах. Десант. Бой в принципе, начался. на бумаге у нас равный бой. Да, равный бой, оба КМС по боксу, но попал сейчас. Хорошо, Браво, Леха хорошо. попадает. Но он в центре, смотри, какой быстрый джеб у Алексея. Подсаживается низко как раз. О, отличный боковой. Прям в ухо. Все, да, есть первый нокдаун. В ухо, говоришь, попал? Попал в ухо. Да, вот держится как раз. Чуть ниже уха там. 4. Самая такая, неприятная точка. 5. 6. Есть время на 7, восстановление, но... 8. 9. И... 10. Не, да, досрочная победа Алексея в первом раунде. В данном поединке победу нокаутом на 48-й секунде одержал Широков Алексей. Пожали руки. У нас прям сегодня какой-то вечер нокаутов до минуты.
Валентин, ты показал себя как настоящий воин. Немножко тебе не хватило. Все-таки, наверное, чувствуется разница на кулаках и в боксе. Скажи, пожалуйста, свои ощущения. Да, конечно, чувствуется. Ну, все нормально. Просто, наверное, челюсть или сломал, или... Ну, нормально, так, челюсть. Не, так, в принципе... Так, всем спасибо, пацанам моим с Полтавы, всем спасибо. С Чугуева меня пацаны поддерживали тоже. Всем спасибо. Очень духовитый боец. Духовитый боец, мы его еще увидим, думаю, в нашей организации. Реванш? Хорошо, будет реванш вам. Леха, поздравляю тебя с победой. Ты молодец, очень показал яркий, техничный бой и невероятную силу. Не зря Марвин за тебя топил. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всем привет, спасибо организации «Махач» за предоставленную возможность, спасибо моей команде за поддержку, кто помогал мне в подготовке. Я открыт к новым поединкам, к новым боям. Всем спасибо. Красавцы, красавцы, ребята. Марвин, ну теперь да, давай рассказывай. Ребята говорят, а Марвина забыл. Ничего страшного, ничего страшного, мы еще с ним увидимся. Его сопернику хотел сказать, не расстраивайся, это все хорошо, заживай, готовься к реваншу. Земеля, родной, я был за тебя всей душой, ты красавчик. Я не зря говорил Андрюхе, что этот парень покажет, что он может. Удачи и с победой. Десант красавчик, на самом деле показал такой собранный бой, ну, пропустил. Такое бывает. Правильно, что не начал дальше продолжать, потому что это могло бы как-то сказаться на здоровье. Ты вернешься сильнее. Тебя с победой. Марвин за тебя тут подталкивает меня. Все нормально. Не, молодец, красава. Достойно отработал. А вот, реально хороший бой. Быстрый, яркий, запоминающийся, поэтому... Я думаю, вы запомнитесь, и у вас еще перспективное будущее. Смотрите, ребят, хочу от себя добавить. Обратите внимание, какого уровня у нас бои во втором сезоне. Это касается ребят, которые подают заявки там, на кастинги и так дальше. Это уже не первый Махач, это намного выше. И дальше мы будем расти, поэтому... Тренируйтесь, готовьтесь, выбирайте правильных тренеров, правильные команды. И это очень травмоопасно, думаю, ребята сами скажут. Это уже не так, как было в начале. Поэтому дальше больше. Спасибо, пацаны. Здравствуйте, меня зовут Кондрачук Владислав. Я приехал из города Житомир. Я приехал, чтобы проявить себя и показать красивый бой. Мое преимущество в бою, я считаю, что это рост, длина рук и скорость. Моя подготовка к бою прошла хорошо, было много спаррингов, за что хочу сказать спасибо своим спарринг-партнерам. Мой настрой на бой сегодня позитивный, сопернику хочу пожелать удачи. Думаю, покажем с ним красивый бой. Спасибо. Всем саламу алейкум. Меня зовут Памирский гладиатор. Я приехал из Горно-Бадахшанской автономии. Не забывайте, что Памир — это Таджикистан. Я приехал сюда, чтобы сделать хороший бой для зрителей, для болельщиками. Я заряжен 24/7. Я докажу таджикский дух. Поприветствуем одних из самых молодых бойцов нашей лиги. И наш первый боец Кондратюк Владислав, он же Кондрат. Его рост 180, вес 59, и ему 19 лет. Влад приехал к нам из города Житомир. В прошлом сезоне он одержал молниеносную победу отказом угла, но, к сожалению, этот поединок не попадет к нам на канал. Его преимуществом является то, что он развивается в разных стилях единоборств. Посмотрим, что Влад подготовил для нас сегодня. Давайте поддержим его.
Встречаем его противника. Аль-Хаттаби Фердавс по прозвищу Памирский гладиатор. Его рост 170, вес 59 и ему 19 лет. Фердавс проживает в Одессе 2 года, сам родом из республики Таджикистан. Начинал свой путь с боевого самбо, позже перешел в ММА. Боксом занимается 2 года. По его словам, является одноклубником одного из известных бойцов по ММА, Чоршанбе Чоршанбиева. Пришел к нам, чтобы устроить зрелище. Давайте поддержим бойца. Бойцы на середину. Напоминаю, честный, корректный, спортивный, кулачный бой. Затылочную часть не бьем, височный бьем, позвоночный столб не бьем. Никаких борцовских действий. Слушаем мои команды, выполняем их. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки, разошлись. Судьи готовы? Готовы. Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Кондрат, в черных тейпах у нас Памирский гладиатор. И первым начинает у нас гладиатор, мы будем сокращать немного, просто гладиатор. Обоим по 19 лет. Для Кондрата это уже второй поединок, но для гладиатора это первый бой, но славится. О, хорошо попал левым. Успел, слушай, скорость рук у него показывает. Да, и сразу уже... видимо, что рост у них одинаковый, хотя было сказано, что на 10 сантиметров Кондрат выше. Но есть преимущество в антропометрии у Кондрата. Да, явно руки длиннее. Но скорость пока скорость у гладиатора. Отлично, попал с правой. Еще раз попал с правой Кондрат. Но пока все видит это гладиатор. Да, так отлично, отбивается, просто вторым номером хорош работает гладиатор. Разворачивает к мешкам своего оппонента. И затылок. Попал, походу, в затылок. Бой! Бой продолжается. Поддавливает Кондрат. Отклоняется. Отлично работает гладиатор, но очень хорошо. Меняет стойку. Хорошо попадает только левым. Поменял стойку с левой. Вот это было очень красиво. Есть первый нокдаун. Вот это было сделано очень красиво. Поменял стойку на отходе. На отходе. Тем самым не показал, что меняет стойку. Встретил с левым. Это очень-очень красиво. Это технично красиво и просто супер. Поддержим бойца. Однозначно. Бой! Слушай, весьма быстрый на руках. И хорошо работает корпусом гладиатор. Отклоняется, большую часть ударов принимает, конечно же, на корпус. Бережет голову последние 10 секунд первого раунда. Слушай, и хорошая концовка у нас. Насколько быстрый темп взяли ребята. Пускай даже гладиатор местами, большую часть работает вторым номером, но то, как он отстреливается и точно попадает, просто. Да, и если зачастую люди любят смотреть тяжеловесов в других видах спорта, именно здесь я люблю как раз маленьких ребят, потому что здесь не имеет значения. Даже с голыми кулаками не важно, что маленький вес, все равно приносит сильный урон. А темп держит высокий. Да, поэтому темп бои высокий, получаются однозначно. просто... Мои самые любимые бои здесь были всегда именно такие маленькие ребята, там 60 килограмм.
10 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, у нас второй раунд. Кондрат в желтых тейпах. Памирский гладиатор в черных, но... Кстати, первый раунд, как думаешь, за кем? Первый раунд, я думаю, все-таки за Памирским гладиатором. Он же все-таки нокдаун сделал, да. Поэтому... Я тоже думаю, но сейчас посмотрим, как будет набирать Кондрат темп, потому как для него это второй бой, он понимал... О, опасно работает. В ближней дистанции, конечно, гладиатор. Опять меняет стоечку. Гладиатор. Бэкис, но далеко от цели, очень предсказуемо. Потихоньку. Вроде бы как на секунду показалось, что Кондрат уже пристреливается, но меняет темп, меняет как-то немного стилями играется. Гладиатор рвет темп, значит, у него такая нестандартная работа. Он либо взвинчивается, взрывается, либо застаивает и работает вторым номером, отходит. Да. О, Кондрат здесь реально не успел среагировать. Первым номером пока прессингует Кондрат, но этого мало. Он весь бой прессингует, он весь бой идет вперед, но тем не менее, я думаю, преимущество у нас за гладиатором. Да, хорошо работает. Отлично сейчас попал слева и зарядил просто гладиатора. О, отличный момент, как Рой Джонс. Оба друг друга вызывают, ребята, духовитые пацаны. С опущенными руками уже работает Кондрат, призывает к зарубе. Но вот я думаю, что на ближней дистанции больше успешен, конечно, гладиатор. Хорошо попал сейчас джаб и потом двоечку добавил. Вот ему так и надо работать. Больше подключать джаб, потому что у него явно длиннее руки. Да, а он всегда заряжается на дальнюю руку. Вот именно так, как он сейчас сработал последний джаб и отошел немного. Дал промахнуться. Работает, пользуется этими ошибками гладиатор. Как только, сблизился Кондрат, быстрая, молниеносная атака боковых в исполнении гладиатора. Это, конечно, играет на руку. Да, поэтому нужно Кондрату его немного раскачать. Да. Проверить, нащупать джебом, отойти, еще раз нащупать, отойти. И потом можно уже включать правую. Бойцы, напоминаю, только спортивная злость. Судьи готовы? Готовы? Третий раунд. Время. Бой! Так, третий заключительный раунд. Кондрат в желтых тейпах. Гладиатор отлично встретил. И мне кажется, что ребята сейчас будут выкладываться в последнем отрезке на полную. Да, мы явно видим, что гладиатор более взрывной, более резкий. Да, вот за счет своей резкости, быстроты рук. Вот как хорошо отлично сработал. Уже второй раз он именно таким контратакует. Левым боковым через правую. Да. Сложно Кондрату как-то пристреляться к такому сопернику. Дальняя, конечно, его не заходит. Хорошо уходит с линии атаки прошу прощения, гладиатор. Не достал. Кондрат. Не достал? Не достал. Было плечо, зацепил в плечо. В корпус пробивает сейчас гладиатор. Но я думаю, гладиатор и сам понимает, что по очкам он пока лидирует, но нельзя давать, конечно, заключительный раунд. И здесь один удар может поменять исход моментально. Конечно, мы это видели неоднократно. Так даже пощечиной решил сработать Кулачный гладиатор. бой, напоминаю, кулачный. Вот джебом, да, Кондрату на дальнюю руку надеяться как бы сложно, потому что уходит постоянно с линии удара гладиатор.
корпус пробивает, отлично работает. Видим, как публика просто начинает уже закипать сама. Бойцы заводятся тоже. Вы просто слышите это? Нереальная концовка. Нереальная концовка. О, отлично. Слушай, то, что ты говорил, он вновь его так контратаковал. Гладиатор нащупал свой темп уже. Последние 10 секунд поединка. Ну, давайте, ребята, покажите класс. Я думаю, готов. И да, конец боя. Немного не доработали спортсмены концовку, но, я думаю, вновь преимущество за гладиатором в этом раунде. Артем, твое экспертное мнение? Ну, да, в принципе, ребята работали оба хорошо, но все же я бы дал преимущество, конечно же, гладиатору. Во-первых, он нокдаун сделал, да. И он работал более точно, попадал в более сильные удары, находили цель, поэтому, я думаю, победа за ним. Друзья, поскольку нет возможности принять четкое решение и отдавать ничью, бойцы, я думаю, не будут согласны на ничью, поэтому было принято решение касательно экстра раунда. Да, давай, снимай шапку. Скажет дядя Слава, микрофон в студии. По раундам. Твой первый раунд был, ты забрал первый. Потом 2 раунда Андрей и Егор отдали туда. Но у тебя в первом раунде был нокдаун. В принципе, мы тебе даем плюс еще один балл. Ну, то есть получается 2-2 там, по сути, но если брать нокдаун. Четвертый раунд будет, дорогие друзья. Дай минуту тогда отдохнуть бойцам. У вас есть минута. Знаешь, такой интересный психологический момент, ты вроде бы уже как все, ты да, уже это бывает расслабился, сложно. И потом заново включаться, это бывает нелегко, конечно. Либо как уже и выдохнул, и то, и все. Я смотрю, уже просто и гладиатор надел шапку, уже праздновал победу, но тут все поменялось. 3 секунды готовность. Судьи готовы? Готовы? Судьи готовы? Экстра раунд, время, бой! 4-й раунд, дорогие друзья. Левый боковой зашел от Кондрата. Вы просто слышите все сами, насколько это первый поединок, который завел так толпу. Отличный размен. Да, сейчас нельзя, конечно, гладиатору отходить так много, потому что это решающий раунд. Надо жестче встречать. Слушай, у нас уже битва характеров просто. Битва характеров. Есть, попадает, пошел вперед. И да, есть нокдаун от гладиатора. Попадает очень хорошо, попал. Мы видим, у нас Кондрат на полу. 5. Только я хотел сказать 6, за то, чтобы гладиатор 7, не работал вторым номером, а пошел, 8, сделал взрыв. И 9, он сделал взрыв, и уже 10. есть нокдаун. Да, все, бой остановлен. И победа техническим нокаутом в экстра раунде за памирским гладиатором.
честно, я считаю, что это справедливая победа. Так скажем, справедливость восторжествовала здесь. Да. Потому что я бы на самом деле так и так отдал бой гладиатору. Я бы тоже. Да, ну на самом деле там были равные довольно-таки раунды. Да. Там можно было бы их дать ничью, они почему-то отдали их Кондрату, я не знаю. Может, за счет того, что вторым номером больше работал Да, возможно, гладиатор. из-за этого. Это, да, конечно же, решает многое здесь. Агрессия, тот, кто пытается идти вперед. Но, тем не менее, гладиатор работал хорошо вторым номером. Он попадал, он не просто там убегал, закрывался. Да. Поэтому... Победу в экстра-раунде на 51-й секунде нокаутом одержал Аль-Хаттаби Фердавс по прозвищу Памирский гладиатор. На самом деле, наверное, все-таки это самый зрелищный бой данного вечера. В такой весовой ребята показали невероятную скорость и силу ударов. Тем более для дебютантов, молодых ребят, которым по 19 лет, я думаю, у них большое будущее в нашей организации. Влад, чуть-чуть не хватило, ты молодец. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Вообще хочу сказать спасибо всем, кто за меня болел. В первую очередь, почувствовал это очень сильно. Во-вторых, хочу сказать спасибо своим пацанам, которые со мной сюда приехали. Сопернику тоже хочу сказать спасибо. Обещал, что покажем с тобой красивый бой. Я думаю, это получилось. Ну что, дальше больше, как всегда. Спасибо тебе большое. Спасибо, красавчик. Я думаю, теперь у нас есть свой Чаршанбе, который не будет чудить, надеюсь. Поздравляю тебя с победой. Очень долго мне тарабанил в Инстаграм. Хороший боец, показал настоящий класс. Еще раз тебя поздравляю. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всем ассаламу алейкум, всем братья. Ну, соперник тоже хороший, но я тоже кукуруза не охраняю. Я хочу эту победу посвящать свою папу, потому что он всегда нервничает на мои бои. Ну, папа, не забывай, что твой сын воин. Красавчик. Послушай мнение нашего жюри. Очень-очень зрелищный поединок. Это наш первый экстра-раунд за сегодня. И ребята показали себя максимально достойно. Не знаю, чего не хватило проигравшему, но все будет хорошо. Победителя с победой. Ты молодец, держался до последнего. Красава. Хороший бой. Победителя с победой. Хочу отметить Кондрата. Реально зрелищный бой показал. В первом раунде упал нокдаун, собрался. И второй, третий раунд он реально себя очень круто показал. Единственное, надо было прислушиваться к другим зрителям. Даже те кричали, выше руку надо держать. И все было хорошо. Да, перебили. Так что команде тоже надо отдать должное. На самом деле красавчик. Мне понравилось, как он двигался. И я уверен, что у него большое будущее. Памирский гладиатор красавчик, молодец. Это был, наверное, не самый и зрелищный, он был еще самый громкий бой, поэтому это очень круто. Вот так вот бы дальше был вообще огонь. Кондрат, ты не расстраивайся, ты красавчик, молодец. Я думаю, ты чуть-чуть просто перегорел немножко, а так все будет хорошо. Я думаю, ты себя еще проявишь. Спасибо. Еще хочет Памирский гладиатор что-то сказать. Хочу национальный таджикский, называется толки. Я ее буду подарить на Артем Лобфа. Оставлю ее. Мы передадим Артему. Спасибо большое. Тема, теперь у тебя подарок есть. Пока я надену, там, Теме отдам позже.